Величайшие стеклянные мосты в Китае. Невероятные по своей красоте панорамы способны открыть перед вами стеклянные мосты мира. Эти потрясающие достопримечательности сегодня можно найти во многих странах, и неудивительно, ведь от них по-настоящему захватывает дух. Взойдя на стеклянный мост, вы почувствуете себя так, словно воспарили в небо. Великолепные пейзажи, открывающиеся перед глазами, подарят настоящее эстетическое наслаждение, а мощный выброс адреналина поможет встряхнуться, максимально обострить ощущения. Посетить хотя бы один из этих мостов следует каждому человеку, умеющему ценить яркие ощущения. Самый длинный в мире стеклянный подвесной мост открыли в Китае в провинции Гуандун. Его длина – 526 метров, сообщает пресс-служба книги рекордов Гиннесса. Мост построили на высоте 201 метр над рекой Ляньцзян. На нем одновременно могут находиться 500 человек. Мост довольно узкий, но имеет две смотровые площадки шириной около 9 метров. Строительством моста занимались специалисты из университета, а также архитекторы китайской студии Architectural Design. Они создали мост так, чтобы он держался на толстых тросах, которые крепятся к двум красным металлическим башням. В провинции Хунань возведен длинный мост из стекла. Он располагается на высоте около 300 метров, имеет длину более 400 метров и способен одновременно выдержать до 8 сотен человек. Стеклянное покрытие нижней части конструкции было подвергнуто огромному числу испытаний на безопасность для пешеходов, в том числе на устойчивость к высоким и низким температурам окружающей среды, их резким перепадам, сильному ветру. Из-за пола из стекла мост похож на невидимку, и у пешеходов появляется ощущение, что они идут по воздуху, парят в облаках. Но такое путешествие не под силу детям и людям, страдающим актофобией, боязнью высоты. У них может случиться нервный приступ. Стеклянный мост Кияо, Китай. Он расположен между двумя горными вершинами на высоте 182 метра, а длина сооружения составляет 275 метров. Этот уникальный объект находится на территории провинции Хунань и является одной из интереснейших достопримечательностей национального парка Чжанцзяцзя. Причем его название в переводе с китайского означает «мост храброго человека». Раньше мост был изготовлен из дерева, но постепенно интерес туристов и отдыхающих в парке стал к нему угасать. И было принято современное решение – сделать его из стекла. Сначала провели эксперимент, покрыли стеклом небольшую часть. Посетителям парка понравилось гулять высоко над землей в облаках, тогда было решено сделать стеклянным весь этот пешеходный прогулочный мост. С тех пор он пользуется оглушительной популярностью. Специалисты уверены в том, что пол из стекла в 6 сантиметрах толщиной совершенно безопасен и на нем можно прыгать. Но мало кто решается на подобные действия. Абсолютное большинство пешеходов передвигаются по мосту, закрыв глаза или ползком. Виндуань или мост в облака, Китай. Еще один интересный стеклянный мост в Китае носит название Виндуань. По сути, он представляет собой замкнутую в кольцо прозрачную платформу, расположенную над ущельем, глубина которого достигает 700 метров, располагается сооружение в Чунцине, а его длина составляет немногим меньше 27 метров. Трескающийся стеклянный мост в Китае у горы Тайханшань находится на высоте почти 1200 метров. На самом деле, появление трещин
Это аттракцион или спецэффект, способ еще раз проверить пешеходов на смелость. Важно отметить, что от такого спецэффекта у неподготовленного пешехода может попросту случиться инфаркт миокарда. Местные власти считают, что это просто игровая провокация, но продолжают подвергаться критике среди населения. Но в 2015 году стекло с спецэффектом на самом деле начало трескаться, его убрали и отремонтировали. Но после ремонта поставили трескающееся стекло, объяснив это большой популярностью аттракциона у зрителей. На юге Китая появился новый стеклянный мост, пройти по нему смогут исключительно самые смелые и бесшабашные люди. Он проходит вокруг отвесной скалы на высоте более 1500 метров, называется «Извивающийся дракон» и ведет на гору Тиньмэнь. Длина моста составляет более 100 метров, он узкий, около 1,5 метра. Проходя по нему, пешеходы видят картины окружающей природы необычайной красоты, лежащую внизу долину и горы, плывущие мимо облака. Стеклянные смотровые площадки и тропы. Рядом с Пекином находится знаменитый лес Шилин. В этом лесу оборудована площадка с полом из стекла. Она имеет площадь более 400 метров, высоту более 350 метров и дает прекрасный обзор на Шилин, огромные камни, перемешанные с деревьями. На юге Китая в горах в 2015 году была открыта тропинка длиной более 250 метров, она расположена на отвесной стороне горы, и для того, чтобы пройти по ней, требуется немалое мужество, которое так любят демонстрировать китайцы. Все эти люди побывали на стеклянной тропе страха, которая находится в Китае. Кстати, горы из этого заповедника являются прообразом парящих островов Пандоры из фильма «Аватар», так называемые горы Аватара. Не все смельчаки могут насладиться красивейшими видами, ведь необычный мост, и сама тропа выступает из громадного утеса высотой в 1430 метров. Опасный туристический маршрут захватывает дух, отделяя смельчаков от пропасти. Стеклянный мост в Китае толщиной всего 6 сантиметров и шириной не больше метра, заставляет проявляться чувству акрофобии даже у тех храбрецов, которые побывали на самых опасных туристических маршрутах. Тем, кто решился прогуляться по мосту со стеклянным полом длиной в 70 метров, администрация парка приготовила сюрприз в виде панелей, которые создают эффект трескающегося стекла, заставляя думать, что мост упал. Много приколов с туристами и животными ожидает тех, кто пройдет весь путь по тропе страха.